Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. На какую женщину обратить внимание? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. И напишите, ребят, пока я раскладываю карты, есть ли в вашем окружении женщина, которая, возможно, вам нравится, симпатична, да, но по какой-то причине вы, либо присматриваетесь, либо же боитесь к ней подойти. Вот есть ли такая женщина, которая, запала вам в душу? Напишите, не стесняйтесь. Итак, что я могу о вас сказать? Смотрите. У кого-то может проиграться, что на данный момент, возможно, вы даже приболели, да? Могут быть какие-то весенние обострения хронических заболеваний. У кого-то может быть банальная простуда, у кого-то какая-то другая, может быть, болезнь. Даже я не исключаю, что некоторые из вас, реально сильно так приболели, да? Вплоть до того, что постельный режим. Я вам скажу, что вы человек очень такой вот теплый. Почему-то мне хочется назвать вас теплым, таким, знаете, душевным человеком. Даже есть какие-то нотки, то ли ребячества у вас, да, то есть вы можете и подурачиться в близком, тесном кругу, вы можете что-то такое учудить, да, вот, реально, как малые дети. Но пусть вас этот момент не смущает, потому что вы такой не со всеми. Вы такой будете, либо же с женщиной, да, вот, либо раньше, вот, когда были в отношениях, опять же, помним, что это общий расклад, да, кто-то был в отношениях, кто-то сейчас, то есть вы можете быть самим собой, вот таким вот мальчишком, да, вот таким вот хулиганом, скажем там, да, так, по-доброму, да, мальчишка-хулиган, но вы можете быть только с определенными людьми, которым вы как минимум очень сильно доверяете. Это либо же любимая женщина, либо же дети, да, вот с детьми, у кого есть, вы можете подурачиться, либо же это близкие друзья. Но я вам скажу, что вот на людях вы создаете впечатление такого довольно серьезного мужчину. У кого-то может даже проиграться, что люди вас побаиваются. Но побаиваются именно вот вашей внешности. Может быть суровый взгляд, да, суровое выражение лица, вот в таком плане. На самом деле, когда вас окружающие узнают поближе, то они кардинально меняют о вас мнение, потому что вы действительно человек, вот как я сказала уже в начале расклада, что вы довольно теплый, довольно добродушный, и несмотря на свою такую, может быть, немного грозную внешность, вы очень-очень такой человек, настолько и теплый, и надежный, солнечный даже, я бы сказала, потому что есть такая вот и озорная какая-то искринка в ваших глазах, да, есть и тот же момент ребячества, о котором я сказала, но опять-таки на людях вы таким не будете. На людях вы в каких-то ситуациях, может быть, даже гроза народов, особенно это по работе, может проиграться, да. Поэтому вот такое вот двоякое у вас может складываться иногда впечатление. Вы человек, который, возможно, даже сам вот каким-то образом либо же строите дом, либо же, может быть, хотите построить дом. У кого-то это может проиграться, что вы, мастер на все руки, что, в общем-то, вы могли бы с нуля построить действительно дом, но просто по какой-то причине вы это не делаете, либо же времени нет, либо же финансов не хватает, а так, в принципе, вы довольно умелый человек. То есть для вас что-то отремонтировать, там сделать ремонт, я не знаю, там, действительно построить дом для вас это не так уж и сложно. Вы человек, который очень любит женщин ухоженных. Вы никогда не броситесь на женщину, лишь бы какой для вас важен и статус женщины, для вас важна внешность и фигура. И, ребят, вот если вы мне напишете, что нет, главное, чтобы человек был хороший, когда-то вы мне уже писали, конечно же, важно, чтобы был человек хорошим, но вы знаете, что, мужские инстинкты ваши,
ваши вот эти вот, знаете, визуальные симпатии мы никуда не денем. То есть мужчина любит глазами, эта фраза не просто так. Поэтому всегда любого человека мы оцениваем внешне. Пусть это будут доли секунды, но все равно вот поставь рядышком одну женщину красивую, а рядом крокодила, да, ну я утрирую, да, вот, ну некрасивую женщину крокодила, пусть она будет трижды хорошим человеком, душевная, да, ну вот поставь две такие женщины, ну конечно же вы выберете красивую, хоть она может быть в каком-то смысле и стервой, да, но почему-то вот выбирают таких. Итак, ребят, давайте будем смотреть, что же у вас проигрывается за женщина, на которую нужно обратить внимание? Смотрите, я бы сказала, что однозначно вот в вашем окружении есть женщина, которая вам симпатична. Эта женщина довольно неплохо выглядит. Сейчас мы будем более подробно это все рассматривать. Смотрите, у кого-то может даже проиграться, что вы по интернету общаетесь, переписываетесь. То есть это может быть даже переписка, но она не совсем дружеская. Здесь, может быть, начало было такое о том, о сём, ни о чем, но вот эта дружеская ваша переписка, вы понимаете, что она все больше переходит на какие-то более близкие такие отношения. Вы это замечаете. Я сейчас говорю о тех, кто переписывается, да. Сейчас мы будем разные варианты рассматривать, потому что, понятное дело, что не все переписываются, и на сайтах знакомств сидят далеко не все. Просто здесь такая ситуация, что женщина, которая вроде бы она далеко, но она вас зацепила. Вот именно в переписке она вас зацепила. Эта женщина где-то, ну, приблизительно среднего возраста. Ну, так, возьмем средний, 35-45, да, плюс-минус. Опять же, это общий расклад, поэтому может проиграться у кого-то, ну, может быть, чуть другой возраст. Женщина, которая уверенная в себе, с которой вы переписываетесь, да, эта женщина знает себе цену, она одинокая, она всегда хорошо одета. Вы, конечно же, это видели, ну, естественно, по ее фотографиям, да, допустим, вот на сайте каком-то, в ее профиле, да, вот сейчас очень много социальных сетей. Вы, возможно, даже там по видеосвязи с ней общались, вы видите всегда ухоженную женщину, видно, да? Даже пусть это будет видеосвязь, но вы видите, что у нее там, допустим, и маникюр, может быть, легкий макияж, что она ухоженная. Ну, то есть всегда, даже по состоянию кожи лица, всегда прекрасно видно, насколько женщина хорошо выглядит, да, насколько она ухоженная и ходит ли она к косметологам. Я вам скажу, что здесь с этой женщиной у вас, может быть, уже были разговоры, вот, либо же вы планируете даже вот встретиться, вот если вы с ней общаетесь, да, вот я сейчас продолжаю пока, ребят, именно виртуальную такую связь, дальше мы будем другую женщину рассматривать, потому что это общий расклад. Поэтому уж потерпите, да, те, кто не переписываются, немножко потерпите до конца расклада. Вы, возможно, вот планируете, да, либо обсуждали уже, кто к кому приедет, как вы встретитесь, как вы ваши виртуальные такие вот, даже не отношения, отношениями это сложно назвать, это скорее общение, да, как вы его переведете в реальность, потому что вы реально друг друга зацепили. Женщина довольно неплохая. Она и внешне привлекательна, и хорошая хозяйка. Ну и вообще, вы знаете, вот вы понимаете, что вас к ней все больше и больше тянет, и вас даже это немножечко пугает. Вы понимаете, что вы даже, вот, казалось бы, виртуально, но вы начинаете влюбляться. Напишите, ребят, у кого проигрывается такая ситуация. Ну и теперь давайте переходить к другой женщине, да, на кого же вам нужно обратить внимание, с кем вы, может быть, общаетесь в реальности. И да, ребят, забыла сказать, вот те, кто переписывается, здесь, конечно же, у вас будут серьезные отношения с этой женщиной, да. Я бы вам советовала, конечно же, с ней встретиться, кто еще не встречался.
Обратите внимание именно на переписку с такой женщиной, потому что с ней очень большая вероятность серьезных отношений. Хоть вы и на расстоянии пока, но вы все-таки, я думаю, сумеете перевести вот в реальность, и у вас все получится. Ну и дальше погнали, да, кто в реальности имеет какую-то зазнобу, да, симпатию. Здесь женщина помоложе. Здесь однозначно, смотрите, ребят, я сейчас попытаюсь описать. Вы, конечно же, думаете, анализируете, прикидываете, что это за женщина из вашего окружения. Она моложе вас однозначно. Она такая, знаете, вот миловидная, вот хочется ее сказать, миленькая, хорошенькая такая. Она может быть хрупкого телосложения, худенькая. Но есть в ней что-то такое, ну, я не знаю, даже вот как говорят, от аристократов, да, то ли это какие-то манеры такие, она очень вежливая, она очень воспитанная, она может даже вот разговаривать, у нее какая-то вот интересная манера общения, да, ну, как будто вот не от мира сего, да, у нее нет каких-то вот таких вот манер гулящих женщин, вот таких, которые и с бутылочкой дружат, и которые дружат и с жезлами, да, вот которые любят по жезлам прыгать. Ну, нет какой-то наглости в ней. Она простая, вот она хорошенькая, но вот есть какая-то такая необыкновенная простота в ней. Она может одеваться даже вот в какие-то интересные такие одежды, вот даже, я думаю, одежда, она может выделяться от других женщин. Вот обращайте внимание. Причем еще может быть, знаете, какой опознавательный знак, назовем это так. Она может ходить очень часто в юбках, в платьях, да, вот именно как настоящая женщина. Ну, потому что, я думаю, вы многие заметили, что вот как-то у нас действительно мир перевернулся, и у нас многие женщины стали одеваться, вот, ну, как мужчины, да, брюки, спортивные костюмы, джинсы и вперед. Да, это удобно, ну, как-то это все отнимает женственность, согласитесь. Эта женщина, вот она именно как такая настоящая леди, вот именно ее хочется леди назвать. Вам с ней комфортно. Но вот по какой-то причине вы, давайте сейчас уточним, по какой причине вы с ней не сближаетесь. Вы к ней, знаете, как будто присматриваетесь еще, вас смущает. Ваш негативный прежний опыт вас немного так останавливает, поэтому вы присматриваетесь. Она вам действительно кажется, ну, какой-то немножко не такой, как все. Она вас этим, вот своим таким отличием, она вас этим и притягивает. Вот простотой, да. Она может притягивать именно вот как друга пока. Но я бы советовала к ней присмотреться, да, вот больше обратить внимание, если есть такая женщина в вашем окружении, потому что она реально может стать вашей второй половинкой. Она настолько вот чистый, порядочный человечек, даже в чем-то может быть наивная. Кому-то это может показаться странным, да, что вот таких не бывает, но нет. Я вам скажу, что такие женщины есть, пусть их немного, но есть и хорошие, порядочные, даже скромные. Еще что скажу. Эта женщина, она очень такая, знаете, семейно ориентированная. Вот она никогда не будет с мужчинами романить. Нет. Она всегда, вот как вы присматриваетесь, она тоже. Она выбирает мужчин очень тщательно. Она точно так присматривается к мужчинам, да, потому что, ну, никому не хочется ошибиться в выборе. Она настолько семейно ориентирована, она очень уважает и своих родителей. У нее хорошие теплые отношения с родителями. У нее хорошее отношение, вот я бы сказала, даже со всеми ее вот окружающими людьми, с коллегами, там, друзья-приятели. Вот как-то она настолько такой светлый человечек, что люди к ней тянутся. И я думаю, вы, может быть, даже это заметили. Но вот настолько она, то ли это энергетика такая, вот она, знаете, вот бывает человек улыбнется, и уже все, и кажется, уже мир стал светлее и добрей. Вот настолько она к себе располагает. Проанализируйте, вот хорошенечко подумайте, да, потому что проще простого, да, сказать, да, у меня нет такой знакомой.
Подумайте. Понятно, что, может быть, какая-то из записанных черт не очень подходит, потому что это общий расклад, но все же, если хотя бы приблизительно есть в вашем окружении такая женщина, вы можете смело, но очень осторожно все-таки пытаться как-то с ней сближаться. Потому что вы можете с ней общаться, ну, как друзья, как соседи, да, вот просто как близкие какие-то, ну, такие, я не знаю, приятели, коллеги. У каждого это по-разному проиграется. Может быть, кто-то в компании приметил такую девушку, ну, либо же женщину, да, она не такая же молоденькая, какая может казаться. Поэтому, ребят, обратите внимание на этих женщин. И кто переписывается, и кто общается. И да будет с вами счастье. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!